Добрый день! Если вы смотрите нас сейчас, значит вы уже посмотрели две первые части нашего учебного фильма. Традиционно благодарим всех за просмотр и за то, что вы сейчас вместе с нами изучаете йокогири кяги, йокогири кикоми. Применение йокогири начинаем с базовых вещей, движения просто стоячки. Для этого нам нужен партнер. Мы с партнером становимся в положении камай. То, что показывалось на предыдущих частях фильма, это условное корпус удачи, положение рук, где мы достаем бум, и наша задача, сохраняя вот эту дистанцию, двигаться в топ, в топ, в топ, в топ. Все время на двух ногах мы двигаемся один лицом вперед, другой спиной. Нажимаем. И то же самое делаем симметрично на вторую сторону. Упражнение, на первый взгляд, простое. Уровень его исполнения зависит от того, в каком темпе вы будете двигаться. Мы сейчас показали движение такое, совершенно начальное, хотя темп на самом деле может быть значительно выше. Например, вот такой. Вот, варьируя скорость движения, мы и подготавливаем к работе ноги, и развиваем некую специальную выносливость, и формируем вот то, что мы разбирали ранее, движение на носках, вталкивание с носка. Второе упражнение. Мы уже двигаемся в разноименной стойке и выполняем некую имитационную часть, которая заставляет нашего оппонента определенным образом реагировать. И мы таким образом формируем специальное выталкивание для некой будущей стартовой точки, с которой потом будет выполняться, собственно, йокогири. В качестве имитационного действия мы выполняем движение ашибара, которое начинается с ухода в сторону, в сторону, в сторону, вперед, и мы имитируем движение на зацеп. Вот мы стоим, топ-топ, бум. Это работа того, кто ассистирует. У ассистента самое главное стойка, взгляд и мягкое движение вперед, бам. Мягко бам и бам. Вторая половина упражнения заключается в том, что отрабатывающие задачу выполняют действия с подъемом колена и бедра к груди. Мы это упражнение делали на движении лицом вперед, когда вот прыгиваем здесь. Теперь нам нужно сделать то же самое движение назад, с небольшим, очень важным дополнением. Когда отрабатывающий задачу стоит в камае, и там потом впоследствии выполняется имитация ашибара, то при сохранении осанки мы поднимаем бедро и забираем ногу вовнутрь. Бедро и вовнутрь. Бедро вовнутрь, постановка, уход. Бедро вовнутрь, постановка, уход. Выглядит это все следующим образом. Мы только что показали совершенно спокойный вариант исполнения данного упражнения.
его можно брать за основу и на нем нарабатывать некую координацию. Когда координация уже сформирована, мы выполняем все то же самое несколько быстрее. И варьируя скорость у ассистента на выполнение имитации Аши-Барань, мы провоцируем у отрабатывающего задачу более быстрое движение ногой. Выглядит это следующим образом. Следующее упражнение – это уже более активное сближение с нашим партнером, которое мы выполняем также из разноименной стойки, когда вышагивает вперед задняя нога, и мы выносим вперед обе руки. То есть мы делаем перенос веса и шаг вперед. Теперь у нас есть сближение корпуса с корпусом, и есть наши руки, которые формируют для отрабатывающего задачу некую опасную составляющую. Отрабатывающий задачу реагирует на данное движение партнера следующим образом. Опять же у нас осанка, стойка, пошло движение, мы делаем йога-гири и уходим. Йога-гири и уходим. Йога-гири и уходим. Йога-гири и уходим. После того, как мы выполнили вот в таком варианте упражнения, мы чуть-чуть увеличиваем скорость на фазе возврата движения. На фазе возврата. Движение вперед остается такое же спокойное. Также спокойно. Мы делаем топ, и после этого отсюда чуть быстрее забираем ногу. Топ, чуть быстрее забираем ногу. Чуть быстрее забираем ногу. Чуть быстрее забираем ногу. Для чего это необходимо? Мы разбирали на предыдущем занятии ту проблемную составляющую, которая впоследствии может привести либо к артрозу тазобедренного сустава, либо коленного сустава, либо голеностопа. Напоминаю, что это такое, но уже применительно с партнером, с ассистентом. Вот мы стоим, ты сейчас делаешь шаг и зависаешь в этом положении. И вот я выстреливаю туда полностью на распрямленное колено. Бум. Как только я это делаю, еще раз, у меня тут же мышца вытягивает кость из суставной сумки. То есть наша нога туда вылетает из сустава. И чем больше мы это делаем, тем больше мы рискуем травмировать себе ногу. Поэтому нам нужно приучить себя к тому, что йога-гири выполняется на недораспрямленном коленном суставе. Стоп. Вот он у нас недораспрямлен. Мы забираем и уходим. Стоп. И уходим. И уходим. После того, как мы уже получили некую координационную способность, некое понимание о дистанции и скорости сближения с нашим партнером, мы переходим на более высокий уровень скорости, стараясь приблизиться к какому-то более-менее реальному исполнению. При этом важно заметить, что при съемке данного отрезка никто не пострадал, ассистент жив, здоров. При этом, насколько это будет видно при камере, мы постараемся там что-то укрупнить, увеличить. Но попадание было. То есть тот, кто работает первым номером, то есть в данном случае бьет йога-гири, он должен безусловно контролировать свои движения. В противном случае нам просто не хватит спортсменов для совершенствования мастерства.
После того, как мы уже научились контролировать свое действие, мы добавляем некое давление со стороны ассистента и момент спонтанной реакции. То есть ассистент прыгает и в какой-то момент входит. Тот, кто работает первым номером, абсолютно не знает, сколько прыжков подготовитель сделает партнер, поэтому вынужден чуть иначе, чуть более быстрее реагировать, принимать решения и выполнять йога-гири навстречу. После того, как у нас есть все компоненты ударного действия, то есть мы хорошо владеем координацией, хорошо чувствуем дистанцию, умеем контролировать, собственно, приложение своего удара, всем интересно, особенно взрослым, попробовать попасть куда-то во что-то более-менее жесткое. Для этого можно использовать, они есть в большинстве будомаркетов, жилеты, которые обеспечивают некую безопасность партнера. И, имея такой жилет, ассистент двигается вперед, отрабатывающий задачу выполняет прием, не боясь травмировать партнера, и чуть-чуть увеличивает четкость попадания и глубину проникновения импульса силы. Все происходит следующим образом. Быстро, все. Так. В предыдущих упражнениях мы постарались раскрыть применение йога-гири кикоми. Этот удар понятен всем стилям карате, и все понимают, как это действие выполняется. Но есть еще удар йога-гири киари. Он выполняется в стиле шотокан и в киокушин карате. В стиле шотокан это действие, в силу дистанции, и вы сейчас поймете почему, оно было заменено постепенно на урамаваши. Разработал это действие Йошитака Фунакоши в 30-х годах прошлого века. То есть это одна из самых молодых техник в карате. В киокушине это действие осталось до сих пор, и связано это прежде всего с дистанцией, на которой происходит взаимодействие партнеров. Выглядит все это следующим образом. Вот мы находимся с партнером, у нас дистанция такая, чтобы мы доставали руками, не сходя с места нашего оппонента. По правилам киокушин карате бить руками на уровне дзюдан нельзя, но ногами можно. Поэтому действие с этой дистанции естественным образом заходит, и мы это показывали на отработке. Как какато-гей, мы поднимаем ногу и опускаем ее на плечо, на голову, на второе плечо, в зависимости от того, как среагирует наш оппонент. Если он просто отклонится назад, то наша пятка попадет по груди, что даст прекрасный поражающий эффект. И в киокушин нокаут – это победа, поэтому люди это тренируют и нарабатывают. Но вернемся к йога-гири киари. Йога-гири киари выполняется вот отсюда, вот таким хлыстом. Мы выносим бедро, как на майя-гири, делаем подхлёст, и потом точно так же нога выходит вперед, как ложное действие, и заходит дальше на уровне дзюдан нашего партнера.
Если мы говорим про другие стили карате, не киокушин, то из этого положения никто не будет работать, это слишком коротко. Поэтому дистанция будет несколько более длинной. И с этой более длинной дистанции будет выполняться техника вот отсюда, с проворотом. И мы этот проворот разбирали в предыдущих видеоуроках. Плюс работа таза. И действие будет заходить на уровень дзюдан, но уже по-другому. То есть вот у нас йокогери киари. Вот у нас дзюдо урамаваш. То есть эволюция приема. Короткая дистанция. Бум-бум-бум. Более длинная дистанция. Мы руками не достаем, работаем ногой, и одной и второй делаем вкручивание, выносим ногу, попадаем и уходим обратно. При этом вспоминаем, как мы нарабатывали здесь уход. После урамаваш бедро точно так же возвращается, но точно так же уходит. То есть мы уже сформировали на вот этой работе уход, и при выполнении действия от задней ноги. Топ. Традиционно вся техника карате, для тех, кто ее не использовал, не применял, со стороны кажется малоэффективной, ну и практически бесполезной. Тем не менее, представители стиля киокушин готовы поспорить с любым из оппонентов, кто не поверит в то, что йокогери киари в их исполнении является неэффективным действием. То есть вот наша дистанция, вот мы туда забиваем ногу. Это лампа, это нога. Это йокогери киари. Теперь представьте себе, если с таким же задором нога улетит в голову и не вернется, то вместе с ней в стойку не вернется наш оппонент. Он тоже куда-то потеряется. Поэтому движение максимально эффективно. И есть все компоненты, которые мы работаем из подготовительной части. На этом применение подготовительных упражнений к применению закончились. Вы, конечно, можете предложить традиционно некий другой набор действий, но вот я предлагаю сфокусироваться на той последовательности, которую мы за 3 занятия выставили, попробовать поработать, ну и посмотреть, что получится в конечном итоге. Спасибо за просмотр.